Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, с вами Николай. И сегодня я вам предлагаю прогуляться вместе со мной в обзорной, так сказать, экскурсии по моему крошечному балкону. Но несмотря на то, что он очень крошечный, да, там огромное количество растений, различные кактусы, прочие суккуленты, сансевьерии. Кстати, полное видео о всех моих сансевьериях уже есть на канале, я вам оставлю ссылку в описании на новую версию данного видео. Также я хочу сделать в будущем обзор именно конкретный о кактусах и форбиях, объединив их вместе, и показать вам каждое растение в отдельности, с названием, да, показать вблизи немного истории. Сегодня же у нас, друзья, будет общий обзор, мы все посмотрим, не буду задерживаться на каждом конкретном экземпляре, как я уже сказал, сансевьерии есть на канале, кактусы и форбии будут, и все остальное мы сегодня тоже посмотрим. Всем, кому интересно, присоединяйтесь ко мне и начнем нашу экскурсию. Так, друзья, съемку я веду ранним утром, так как свет подходящий, иначе просто очень сильно затемняет. Здесь вы можете видеть, на входе в балкон стоят мои сансевьерии. Вот цветет зейланика, решила зацвести моя сансевьерия зейланика. И вот здесь тоже есть группа сансевьерий, которые все есть в видео, друзья, о сансевьериях. Вот тоже решила зацвести футура суперба. Такая сансевьерия, мы на них не будем сейчас сильно делать акцент, мы пойдем сразу то, зачем мы пришли, туда, зачем мы пришли, да, в это место, на балкон. Смотрите, раннее утро, Гран-Канария, город Лас-Пальмас, еще есть облака, солнце начинает пробиваться. Пытался записать видео в разное время, и вечером, вы даже знаете, записывал и днем, вот самое лучшее это раннее утро. Вот вы видите океан. И приступим к нашим цветам. Балкон у меня очень небольшой, но растений очень много. Использую его исключительно для них, так сказать, как место моего хобби, отдыха для души. Вот стоят сансевьерии, цилиндрическая, сансевьерия Star Canary на переднем плане. И подальше слева стоит сансевьерия Самурай. Очень люблю эту сансевьерию, очень бы хотелось получить от нее детки, но пока что-то никак она не готова становиться матерью. Следующее растение, это в свое время был один черенок, один побег, крестовник радиканс, также называют string of bananas, типа ниточка бананов, его еще называют. Дал он 5 точек роста, очень активно он разросся, очень мне нравится. Посмотрите уже какие длинные побеги, был всего один побег изначально. Дальше идет еще группа сансевьерий, сансевьерия Starfish, либо бонсель, вот, которая стоит на заднем плане в горшке, который я декорировал в свое время. Также здесь есть сансевьерия Капертон, вот эта стоящая здесь, шоколадного такого цвета, шоколадно-розового цвета, очень интересная. И вот такая огромная сансевьерия Бакуларис. Друзья, посмотрите, какая она высокая, она очень-очень большая, тонкие у нее листья. Также у меня имеется здесь, друзья, неоднократно меня спрашивали, как я защищаю от дождя. Есть у меня навес, который я открываю в случае необходимости. Он прозрачный, но прекрасно защищает балкон от попадания воды, дождя и еще чего-то. И также наверху у меня там висела такая погремушка. Как-то меня спрашивали, что это у вас звенит за кадром. Это вот этот такой ветряной колокольчик. Следующее растение, это следующая полка. Здесь у меня стоит сансевьерия Fernwood. Очень ее люблю, очень пышная. Да, посмотрите, еще вот такая тоже сансевьерия Бонсели. Одна из моих тоже любимых сансевьерий. Очень пышно она разрослась. Следующая сансевьерия это сансевьерия Мото. Друзья, как я уже сказал, да, я вам показываю их достаточно кратко, бегло, так как все это уже есть очень, так сказать, посмаковано в видео о сансевьериях. Посмотрите, какая она красавица, у нее очень красивый цвет, такой зелено-серебристый, очень много деток она дает, растет в плошке. Также сансевьерия Парва. Парва это детка от основной моей сансевьерии. Вот такие у меня еще 3 статуэтки маленьких Будда. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю, да, такие вот достаточно интересные статуэтки. Следующая полочка, это нижняя полочка на моем самодельном стеллаже, который я делал из остатков мебели от Ikea. Здесь у меня стоит группа, вот такая композиция, маленькая красула рупестрис, если я не ошибаюсь. Алоэнопсис, вот это такой как пальчиками растущее растение, и пахифитум. Очень симпатичные растения, очень мне они нравятся, растут они у меня в группе. Следующее растение это вот такой кактус эхинопсис, также его называют хомеосериус. Вот здесь у меня посажена от него детка. Небольшое алоэ, да, вот такая разновидность алоэ.
И здесь растет также Haworthia fasciata. Иногда с названиями я не угадываю. Я стараюсь, конечно, всегда прислушиваться к вашим комментариям и называть их правильно. Вот здесь также еще одна сансеверия рыжая. Вот такая ходит сансеверия. Это очень редкий сорт. Вот такой вот хвостатый сансеверий. Давай, убирай свою попу рыжую отсюда. Смотрите, вот здесь стоит сансеверия Виктория либо Конго. Она дала детку. В обзоре по сансевериям я ее показывал. Посмотрите, какая уже огромная стала у нее детка. Разрослась. Здесь у меня стоит небольшая, 3 небольших красулы вариегатных. Были они у меня взяты с улицы. Кстати, есть видеопрогулка, которую я никак не выложу. Вот в этой видеопрогулке я взял эти сансеверии. Еще небольшая группа Haworthii. Haworthia pumila, вот на заднем плане, которая такая с точечками, да, стоит. И вот такая Haworthia, по-моему, называется limifolia. Haworthia limifolia, она похожа на камень, она очень-очень твердая. Очень плотная и очень красивая, на самом деле, Haworthia, на мой взгляд. Мне она очень даже нравится. Какую-то мы увидели здесь мушку. Началась охота, битва так на выживание. Мушка в проигрыше. Смотрите, дальше продолжаем. Вот, слышав звуки битвы, пришла помощница, подруга Ноа. Помогать Лючия пришла. Такие хвостатые, полосатые, все время рядом. Здесь стоят мои сансеверии. Сансеверия Уитни. Очень люблю эту сансеверию. Очень красивая зеленая сансеверия с такой каймой, да, интересной, светлой и с рябью. Сансеверия Black Gold также стоит рядом с ней. Здесь стоят сансеверии Кирки Silver Blue, вот такая малышка, сансеверия Кирки Silver Blue. Мой спасеныш, дала она, друзья, в итоге уже 4 детки. Была одна, сейчас у нее уже 4 детки. Очень активно она растет. Вот такая яваника, либо Роксбургиана, сансеверия зеленая. Это сансеверия Кирки Каньон Гранит. Тоже интересная, размашистая сансеверия, очень необычная. Достаточно приятное такое растение, красивое. Следующая сансеверия, вот сансеверия Парва большая. Да, вот это Парва, это материнское растение. Вот такая еще сансеверия пока безымянная у меня. Сансеверия Golden Honey. Тоже с большим количеством деток. Очень люблю это растение, очень красивое, оно такая симпатичная. Вот такой вот тоже стоит у меня котеледон, друзья. Красивое растение. Котеледон очень ядовитое, будьте с ним аккуратны. Меня одна моя зрительница предупредила. Очень токсичные нейротоксины у него. Поэтому, конечно, я его держу всегда повыше от всех моих растений, а в плане от моих животных, да, чтобы ни в коем случае ничего не случилось. Вот такой кактус Echinopsis. И еще одна сансеверия. Такой вот Black Diamond. Посмотрите, какие мои сансы. И продолжаем наше движение. Мы поднимаемся вверх, так сказать. И смотрим, здесь у меня растет интересное растение под названием Seleniserius antonianus. Достаточно сложное название. Такой вот интересный Seleniserius. Долго он у меня рос, вы знаете, но наконец-то рос без роста, так сказать, да, стоял без роста. Наконец-то начал давать рост, то есть я очень этому рад. В некоторых местах у него пошли новые листья. Это растение потрясающе цветет, пока у меня цветения не было, но я надеюсь, в будущем оно будет. Посмотрите, какие у него огромные листья, очень красивое растение. Также здесь у меня есть вариегатная хоя. Вы могли их видеть, 2 кустика были посажены у меня в небольшие черные горшки, и в итоге я их объединил и посадил вместе в одном горшке, в такой плошке. Чувствуют они здесь себя прекрасно на балконе. Я смотрю, разрослись они достаточно быстро, очень много новых побегов, новых листьев. То есть я доволен ростом данной хои. Заносить ее в помещение не собираюсь. У нас круглый год температура выше 20 градусов, 20, 22, 28. Да, вот такой вот еще у меня крестовник Роули. Посмотрите, какой длинный красавец. Очень активно он растет. Тоже после того, как я вернулся с отпуска, я обнаружил огромное количество новых точек роста, новых таких вот горошинок, такой бандюэль маленький, да, в горшке растет, крестовник Роули, очень интересное растение, очень мне он нравится на самом деле, потрясающе красивый крестовник. Вот такой вот вид, друзья, и вот видите, за окном, внутри помещения стоят мои сансы, вот такой общий вид, смотрите, сейчас мы с вами опускаемся, стоят они у меня на икеевских столах таких, я покупал, они дешевые. Я их объединил 2. И здесь у меня стоит моя сансеверия Honey.
Раньше стояла она у меня в гостиной. На прошлом обзоре по балкону она не стояла на балконе. Я ее перенес на балкон, чувствую на себя здесь прекрасно. Яркий рассеянный свет, и здесь очень комфортно видно. Также еще одна сансеверия Конго, либо Виктория. Однажды мне один молодой человек написал, что он не уверен насчет названия. Друзья, может, у вас есть какие-то еще варианты названия данной сансеверии? Буду рад всегда вашим комментариям. Тоже дала она детку. Вы видите, небольшая детка у нее есть. И вот еще вот такая сансеверия Moonshine Mini. Большим количеством детей. Тоже до сих пор она восстанавливает тургор. Была она в убитом абсолютно состоянии при покупке, но нарожала детей, и основные листья уже тургор восстановили достаточно хорошо. Некоторые никак. Возможно, он даже не восстановится на старых листьях, потому что она была абсолютно высушена. Но я искренне надеюсь, поливаю ее регулярно. Так, но бегает тоже, что-то ищет всегда. Всегда в каких-то поисках чего-то. Да? Продолжаем наше движение. Теперь мы переходим на бортик, так сказать, балкона. Здесь у меня в основном стоят кактусы и форбии. Вот такая вот большая опунция стоит у меня. Небольшой рипсалис, друзья. Это был абсолютно тоже один засохший черенок из 3 листьев, который я разделил на 3 части, прорастил в воде. И вот он уже активно разросся в маленьком горшке. Такая тоже сансеверия Honey Jade Marginata. Форбия глобоса. Да, вот такие вот кактусы. Кактус Цериус очень красивый, мне нравится этот кактус. Я его покупал, и он, так вы знаете, солидно прям уже подрос. И продолжает меня радовать. Вот пара сансеверий канделябра небольших у меня растет. Вот такая эйфорбия мамиллярис варьегатная, тоже достаточно красивая. Очень-очень много у нее вот таких вот ответвлений. Каждое из этих ответвлений можно отсадить отдельный горшок. Да? Вот такая тоже сансеверия сансеверия эйфорбия бioensis. Небольшая рядом лобивия растет, такой кактус забавный, кудрявый. Но, друзья, я договорился, что я вам сегодня сильно на названиях не буду задерживаться. Вот, пожалуй, петуховортию куспидаты я вам покажу поближе. Да, вот такая она зеленая, пышная, жирная, очень красивые растения. Очень много кактусов. Я не кактусист, сразу вам скажу, сильно на меня не ругайтесь. Да, что я, может, что-то не так говорю, я стараюсь. Вот такая тоже красула, очень симпатичная рупестрис, сейчас она в цвету, малышка. Астрофитум 4-гранный у меня также имеется, астрофитум мириостигма. Вот такая интересная рыжая мамиллярия лонгата, хоббит маленький. Да, вот такой вот тоже стенокактус стоит, малыш. Симпатичный мультикостатус, по-моему, он называется. Но я хочу вам действительно, знаете, сделать такое видео. Все кактусы очень красиво цветут. Да, вот это тоже потрясающе цвел этот кактус. Хочу вам сделать видео именно с ними, показывая каждый вблизи, показывая фото их цветения у меня уже, да. Граптопилатум, вот такой серебристый, кстати, вот у меня здесь стоит стеклянный бортик, очень плотно, крепко посажены стекла, защищающие растения от ветра и от какого-либо падения, да, то есть меня в первом видео, я помню, спрашивали: Николай, как же у вас растения не падают, если есть ветер? Они не падают. Вот такая еще красула, тоже она очень активно цвела, вот до сих пор остались немного от цветоносов, от ее, от этих цветков побеги, такие, которые, ну, постепенно засыхают, да, и их можно будет выкидывать потом. Телокактус биколор, тоже мне он очень нравится, разнообразные форби. Вот эти форби, кстати, у меня есть 2 похожих, очень медленно они растут. Продолжаем наше движение. Вот такая стоит мамиллярия спиносиссима унпико. Такая тоже мамиллярия. Тоже она цветет красивыми цветами. Небольшие такие розово-фиолетовые цветочки образуют у нее корону. Фаукария тоже мне очень нравится. Тоже малышка цвела, и у нее еще очень много бутонов. Тоже уверена, она будет цвести. Несколько дней держится цветок. Закрывается, открывается. Вот такая сансеверия Венди. И потрясающая шоколадная сулькарибуция аренасеи. Такая сулькарибуция тоже цвела, вы знаете, на протяжении 4-5 месяцев. Очень красивое растение. Я надеюсь, после зимы они снова у меня все зацветут. Да, и будут меня очень и очень радовать. Вот такой вот потрясающий кактус тоже. Очень люблю пушистые серебристые кактусы, они мне очень нравятся, да. Вот такие есть малыши. Этот малыш тоже у меня активно цвел. Написано, что это эхинопсис, но мне кажется, это не он. Друзья, если что, когда я сделаю видео про кактусы,
Буду рад вашим исправлениям. Вы всегда меня хорошо умеете исправлять. Я вам за это признателен. Вот такой был телокактус Магдавели. Магдавели, да, вот такая серебристая мамилярия. Тоже возле этой форбии стоит серебристая мамилярия плюмоза. И вот такая интересная фиолетовая эфорбия, друзья. Посмотрите, какие красавцы. Мамилярия плюмоза мне очень нравится. Мне кажется, очень интересное растение. Дальше идет такой потрясающий мелокактус матансанус. Тоже он активно цвел, плодоносил. Я собрал большое количество семян. Вы знаете, в этом году с моих растений. Такая тоже небольшая мамилярия. Спиносиссима, по-моему, рубиспина называется. Вот такая эчеверия тоже. Пурпурисорум. Снова мамилярии. Насчет этого кактуса есть сомнения. Кто-то говорит, что это брасиликактус Хассельберги. И кто-то говорит, что это мамилопсис сенилис. Друзья, если есть у вас предположение насчет этого маленького кактуса. Вот такая интересная тоже пеперомия. Мне она очень нравится, данная пеперомия гравиоленс. Она очень приятно цветет, пахнет арахисовой пастой или пастой из фундука. Потрясающее цветение, друзья, если есть возможность, приобретайте. Такое вот интересное растение. Истопея ланата, красула, тоже интересная перфората. Мне нравится эта красула. Мамилярия карвинскиана, которая тоже всегда, друзья, очень активно цветет. Очень меня всегда радует. И вот такая красула овата, друзья. Вот такой общий обзор. Я его специально решил не делать супер длинным, потому что я знаю, что длинные видео очень часто не досматривают до конца. Поэтому я его разделю на несколько частей. Про сансеверии у вас уже видео есть. Про кактусы и форби будет сочное видео. Обещаю, будет интересно. С фотографиями красивого цветения. Очень яркого. Вот такой вот общий вид моей коллекции. Все горшки белые, серые, либо черные. Растений очень много, я знаю, но я их очень люблю, и мне комфортно здесь находиться, возиться с ними. Вы знаете, такое своего рода для меня релакс, медитация, можно так сказать, занятие растениями на балконе, на свежем воздухе с видом на океан. И вот такие вот сансы стоят, друзья, и которые стоят на нижнем уровне, кстати, им тоже хватает очень хорошо солнца. Спасибо, что были со мной. До новых встреч. Обнимаю. Пока-пока, друзья.